Добрый день, дорогие друзья, добрый день, привет вам из зимнего, теплого Кишинева. Сегодня хорошая погода, и у меня появился шанс поснимать. Я сейчас еду на задание на старую почту, Чивкары, образно говоря, и я хочу вам представить этот звук характерный. Это вот мы едем с Юрой. Это тот Юра, который все знает про Кишинев, мой коллега, друг. И вот Юра вам передает привет. Мы сейчас находимся на улице Крутой, проехали цирк. И, пользуясь случаем, я попросил Юру, чтобы мы поснимали Московский проспект. Вот, видите, вот кружок, влево старушка, старая почта. А мы сейчас делаем такой легкий поворот, да, направо, и будем ехать по Московскому проспекту нашему. Сейчас увидите бывшее кафе, как оно называлось, Лакомка или как, вот это вот, помнишь, тут была кафешка. Короче, вот туда направо, сейчас где вот светофор, вниз, там пьяный угол. Это я вам даю ориентиры, потому что вот эти новые здания не очень сильно сбивают с панталыку. Вот туда дорога, вниз к пьяному углу. Я туда хочу как-нибудь попасть, поснимать вам подробнее. А сейчас вот начинается Московский проспект. Это Киевск. Ну, сейчас бывшая улица Димитрова и музыкальная школа. И вот здесь вот в торце этого дома, прямо перед нами, видите, это вот советская пятиэтажка. Там было раньше кафе Лакомка, кажется. Сейчас Евро Оптика. Сейчас все это Евро, Мевро. Кстати, первый дом в Кишиневе, который провели газ. Да, вот спасибо, Юрий, вот за такие интересные подробности. Вот музыкальная школа. Да, и вот бывшая улица Димитрова, Московский проспект скоро начнется. Сейчас он называется Киев, да? Киевская. Вот что им мешало Киевская там в центре, которая сейчас называется, я не знаю как. Не, ну это символично. Киевская, переходящая в Московский. Ну да, это символ. Ну я говорю просто на само название. И посередине подземный переход, где выставлены фотографии Киева и Москвы. Да, это очень сильно радует. Вот с левой стороны печальное отсутствие Дворца профсоюзов, можете наблюдать. Здесь был самый первый лунопарк в моем детстве. А вот в этой пятиэтажке, вот справа, сейчас вот увидите, раньше был 15-й магазин промтоварный. Тут работала моя мама в отделе верхней мужской одежды. И здесь был прекрасный детский отдел, такой детский мир. Я ходил ребенком и любовался игрушками. И магазин Флоричика знаменитый был в торце. Мама там мне покупала замороженную, помню, вишню, там сливу. В советские времена это было. Да, и вот эти вот знаменитые дома, час 45, олицетворяющие лучшие времена наши, те, когда мы были детьми, юными мальчиками, девочками. Вот они так и остались. За ними сразу идет Ташкентский дом, который строил отец моей одноклассницы Сафаров. Когда было, помните, землетрясение, в каком году? 77-м, 8-м, да, ну все помнят. Это первое землетрясение в моей жизни. Да, но не мы сейчас не об этом. Вот нашему взору открывается Московский проспект. Сразу всплывает в памяти приключения трансфера в России, когда вашему взору открывается Миронов. Неповторимая классика. Пересекаем улицу Алешина. Сейчас она как? Неважно. Вас Богдан это Воевод. Богдан Воевод, которого я... Воевода ну, какой-то. Воевода Молдовы и Бессарабии, да. Вот туда пошло у нас чеканы. И вот Московский проспект. Всем рожкановцам, всем большой привет. И вот новостройчик такой, это вот будку залепили, закрывает Ташкентский красивый дом, реликвию такую. Они поубирали все киоски, а вот эти вот громоздкие пристройки оставили. Наслаждайтесь, дорогие друзья, Московским проспектом. Здесь вот Хайнигата, бывший с правой стороны. Тут мама моя работала, когда его открыли, перевели продавцов с 15-го магазина сюда. Вот. А я учился на Рожкановке в 14-й школе. О, Пловдив. Вот так вот и осталась надпись Пловдив. Правда, я не знаю, вот это все вот
стройки, вот их бы я убрал точно, а все магазины бы оставил бы маленькие. Кажется, улица Карла Маркса. Видите, какие громоздкие новострои, как они тяжело смотрятся. Очень тяжело. Здесь пустырь был очень. Да, тут был пустырь. Все помнят, кто жил на Рожкановке. Я здесь выходил на остановке и шел в 14-ю школу на Флоре, где я учился с 5 по 10 класс. В спорт-классе Олимпийского резерва по легкой атлетике. Отдал все силы спорту большому. Сейчас вот хожу с тростью. Так, Афганский парк. Здесь раньше был магазин «Океан» и овощной этот Градина Молдовии, да? Да. И на Ботанике был аналогичный, как он назывался на Ботанике, «Золотая осень». А здесь Градина Молдовии был там внизу. Тут вот «Океан», знаменитый «Океан». И вот Московский проспект. Старые здания, вы все узнаете, кто здесь жил. Завод Мизон немножко дальше. И на Студенческой наш знаменитый политехнический институт КПИ имени Сергея Лозо, в котором я тоже учился и успешно не доучился. Но взял все самое лучшее, что нужно было. Да. Я уже не помню, тут были какие-то техника в быту, что-то еще такое, не помню. Техника в быту в 20-м доме за перекрестком. Было, да. Сейчас там его сломали, строят что-то новое. Здесь. Вот здесь, да. Да, помню, здесь мы смотрели технику еще 30 лет, больше 30 лет назад. Да. И вот знаменитая Студенческая. Тут этот разворот троллейбусов, те же самые елки, все то же самое. Вот завод Мизон с левой стороны. Вот также стоят троллейбусы, как в те времена. Вот тут локация осталась. Вот все то же самое. Те же тротуары, те же всякие вот. Ну, будочки немножко другие. Все, вот политех. Наш политех. Выезжаем на улицу Студенческую. Будем пересекать Аргеевскую. И продолжение видео смотрите на канале. За этим видео подписывайтесь. Принимайте активное участие в деятельности нашего канала, не моего, а нашего. Вот там впереди виднеется, видите, если видно, трамвай. Это такой технический музей при политехе. Я там не был ни разу, надо будет пойти как-то с кем-нибудь, кто знает, чтобы рассказали. Там, говорит, вертолеты всякие, там механические изделия, там трактор, еще что-то там такое есть. Собака, давай пропускай. Вот Студенческая. Общаги, в которых кто-то жил, я не знаю, наверное, как говорится, каждый винтик найдет свою гаечку. Так и каждая секунда и минута, метр видео моего будет полезен кому-то. Сейчас начнется скоро вот улица Флорилор и Рожкановский лес, в котором мы бегали кроссы, занимались спортом. Рожкановка.